Якудза – самая большая преступная организация в мире. И за год она зарабатывает 80 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП Латвии, Грузии, Уругвая или Афганистана. Они живут в закрытом обществе, но нам повезло взять интервью у главаря одного из кланов. Все мои боссы мертвы. Теперь я босс. Он рассказал нам все тайны жизни якудза изнутри. Мне пришлось отрезать себе палец. Исповедался нам в грехах. Вы даже не представляете, что мне приходилось делать. И в итоге стал нашим другом. Подписывайтесь. Нам все говорили, что попасть к якудзе нельзя. Но нас это не останавливает. Поэтому мы пригласили Анику, чтобы она помогла нам перевести, потому что он не говорит ни по-русски, естественно, ни по-английски. Нас позвали прямо в логово бывшего представителя мафиози, и мы прямо вовнутрь сейчас пойдем и узнаем у него, как вообще устроен клан якудзы изнутри и так далее. Очкуешь? Здравствуйте. Конничева. Здравствуйте. Можно пройти к вам? Как я могу к вам обращаться? Намаева Нандешока. 橋本まごみです。 Меня зовут Хасимото Магоми. Здравствуйте, Хасимото Магоми. Конничева. こんにちは。はじめまして Это правда, что вы раньше были членом мафиозной группировки якудз? ヤクザの役員であることは本当のことですか？はい。 Да, все так и есть. А сколько 元ですね。 Но сейчас я до якудза. Я завязал? завязал. Сейчас я уже не якудза. Это было прошлое мое. Да не нервничали. Ну хорошо, Нормальный человек. на всякий случай. Сколько лет вы были среди якудз? 何年ぐらいヤクザであったことですか？ 15年ですね。 15 лет. Ого. И, насколько мне известно, у вас даже один палец отрубленный, не настоящий. 知っている限りでは指の一本がないってこと聞いたんですけど、本当ですか？そうですね。 Все так и есть. А какой? どの指ですか？ 左手の小指です。 Смотрите, это моя левая рука Ага. и мой тот самый маленький палец. Юбэцумэ – добровольное отрезание фаланги пальца. Мотивом может служить чувство вины, протеста, желание принести извинения. Считается, что с отрезанным пальцем воин хуже управляется с мечом, и поэтому он будет больше зависим от своих соратников по банде. За что и при каких обстоятельствах Хасимото Магоми потерял палец, он еще расскажет. Но члены банды якудза в целом любят холодное оружие и часто используют его против людей. Я знаю, что с вашим мужем произошел случай неприятный. Да. Расскажите, пожалуйста, про него. Пришел один мафиози, да, на дискотеку. Муж уже его знал, потому что до этого он себя показал неправильно. То есть он такой задирчивый, приставал к женщинам там. И когда он пришел, сказал: налейте мне, муж сказал: мы тебе наливать не будем. А муж работал барменом? Нет, это наша дискотека. Вы как хозяева этого, Да. Окей. Он достал деньги, швырнул на барную стойку, говорит: наливай. Муж сказал: нет, не налил, взял деньги, засунул их обратно в карман и попросил его выйти. Смелый у вас муж. И этот якудза, он запомнил обиду. Муж выходил с работы, закрывал бар, и этот якудза его позвал. Муж обвернулся, и тут же ему по лицу, по виску так полоснули ножом. Да. Прям в центре Токио набросились. Это не Токио, Йокогама, это может в любом районе, где дискотеки, бары произойти. То есть И что дальше? началась потасовка. Ваш муж стал защищаться, да? Мой муж стал бить. У меня муж просто тоже ММА бывший. Там. Да, немножко еще не забыл, как драться. Началась драка. Муж этого якудзу сломал челюсть, по-моему, что ли. В То есть общем, на мужа напали с ножом,
а он просто голыми руками смог отбиваться. Ну, у меня есть одно видео, я потом кусочек покажу. Это не с той драки, но с другой тоже с якудзами. Я покажу, как это происходит. Да, началась драка. В общем, по итогу приехала полиция, но тут якудза был без сознания, у мужа все лицо было в крови. Полиция их отвезла в больницу, мужу зашили рану. Не знаю, что с этим якудзой там сделали. Реанимировали тоже. И потом их обоих на 20 суток посадили. Так кто же такие эти якудза и откуда они взялись? Мнения разнятся. Одни считают, что якудзы появились еще в начале 17 века, и произошли они от хатамото якка, людей низших сословий, которые промышляли разбоем и грабежом. Другие говорят, что это бывшие солдаты, оставшиеся без работы в мирное время. Или же они произошли от ронинов-самураев, которые потеряли своего хозяина и вынуждены были как-то зарабатывать себе на хлеб. Также есть версии, что группировки якудза ведут свою историю от теки, торговцев плохими товарами, и бакуто, организаторов азартных игр. И тех, и других не уважали и презирали. Но есть и положительная версия происхождения. Это Мати-Якко. Герои, защищавшие деревни от преступников, а-ля Робин Гуды в древней Японии. Сами вот эти ребята, они себя мафией не считают. Они считают себя наследниками благородных вот этих самураев, защитники сирых и убогих, такими, знаете, Робин Гудами они себя считают. То есть они говорят, как вот их вот мировоззрение, то есть мы можем с этим не соглашаться, но просто их вот точка зрения, то, что мафия — это что такое тайное. Вот они что-то в тайне там что-то делают, да, а вот, говорят, а вот мы не прячемся. Ну, по крайней мере, точно, до недавнего времени точно не прятались. То есть вот эти организации, они имели свои официально зарегистрированные штаб-квартиры. У них все знали, сказать, эти ребята, они были наперечет. То есть эти организации, правда, сейчас уже, по-моему, от этого отошли, они публиковали свои журналы. Ну, как, ну, не журнал, как сказать. Издания, свои печатные издания, в которые говорили, вот наша организация, вот наши передовики производства, вот и так далее. То есть они имели официальный юридический даже статус какой-то? Да, то есть они себя называли какой-нибудь там организацией, там, сказать, спортивной, какой-нибудь патриотической. Кооператив. Ну, в общем, да, они себе придумали. Всем было понятно, что это. То есть это было видно, кажется, по тому, как это здание, где оно расположено, как оно, там, сказать, украшено, скажем так, какие там люди на входе стоят, условно говоря. Это все было понятно, но, скажем, а мы не прячемся. Что случилось? Когда я был якудзой, в общем, я сделал несколько неправильные шаги. Двое из них. И мне нужно было спасти этих двоих, чтобы ничего с ними не случилось. Я пожертвовал своим пальцем. Что значит двое? Двое, втари-ва. Один. У одного была немножко такая, не сильно большая провинность. Он нарушил правила вхождения в офис якудз. Это была небольшая провинность. Еще один пришел и сказал, я больше не хочу быть якудзой. Друзья, а вы знаете, что биткоин в начале 2023 года вырос на 80%, как отмечает Нью-Йорк Таймс? Это отличный повод познакомить вас с уникальной личностью, достаточно известным экспертом в сфере криптовалют. Его зовут Артем Антоньян. Он ранний инвестор в криптопроекты. Артем с детства живет в Швейцарии и создал сотни контактов с основателями европейских криптопроектов и фондов. Поэтому к нему стекается информация о том, куда инвестируют самые выгодные портфели в крипте. Артем создал сообщество, где ученики заработали уже не $1 миллион. Там обучает криптовалюте и дает инсайды по проектам, в которые можно входить. Скоро Артем проведет событие, которое называется «Быстрый старт в крипте», где поделится своим подходом к заработку на крипте и даст систему, как возможно заработать от 1 миллиона рублей с вложениями или от 250 тысяч рублей без вложений. Попасть туда можно даже бесплатно, и это лучший способ познакомиться с деятельностью Артема. И я рекомендую вам обратить внимание на это мероприятие.
Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Я не понял, а почему, если другие провинились, почему у него отрубают пальцы? それ一つだけちょっと理解できなかったのは、どうして他の人の代わりに、私の弟たち понимаете, это были мои младшие братья, なので私が поэтому я взял за них ответственность. А как происходит эта знаменитая процедура, когда отрезают палец? そもそもこういう状態になった時は、切るまでにはそれぞれですけど、僕の場合は я вам расскажу о себе, как бы это было у меня. 私がいたヤクザの組織に責任を Я пришел к своим боссам, я понял, что то, что они обещали, они не исполнили. Я сам к ним пришел, で、私がいたところの事務所で поэтому я пришел к ним в офис 私が包丁で и ножом ちぎった чик, и все. ちぎった、切った Сами? Джибунде? Хай. Да, я сделал это сам. Жесткие наказания за провинности, четкая иерархическая структура, многочисленные правила поведения, разное обращение к старшим, младшим или к тем, кто на одном уровне. Якудза со стороны выглядит как одна большая семья. Но как же у них все на самом деле устроено? И как разные кланы относятся друг к другу? Вы интересно говорите про то, как устроено все внутри, говорите, вот четкая иерархия. Да. То есть это значит, есть какой-то самый главный босс всех якудз в Японии? Общеяпонского нет. То есть, смотрите, в Японии большое количество вот этих самых, Кланов. назовем так, группы. Кланы, там тоже, не сказать, кланы все-таки подразумевают очень долгосрочное такое сказать, А тут кружки по интересам. А тут, вы понимаете, там случается разное, там конфликты бывают, там были дробления. Сколько таких основных группировок? Так, основных, 6-7 можно насчитать. 6-7. То есть, получается, есть где-то 6-7 прям совсем супер боссов. Раз жесткая вертикаль. Вот смотрите, самая большая группа, самая большая называется Ямагути-гуми. Эта организация, ее штаб-квартира, ее традиционный район базирования, это вот Кобе-Осака. Кобе — это один из крупнейших японских портов. Осака — это экономическая столица Японии, это очень рядом. Эта организация, она в 30-х годах там возникла, потому что это Ямагути-гуми, она организовала портовых рабочих, всех этих докеров и так далее. Например, вот в 60-х годах Ямагути-гуми контролировала 80% всего грузопотока из порта Кобе. Смотрите, в Японии 47 префектур. Ее, скажем так, люди, по крайней мере, до недавнего времени были, по-моему, то ли в 43 префектурах, где-то так вот. То есть, смотрите, допустим, Ямагути-гуми, у нее главное это Кумичо. Это самое главное. Там уже дальше... Кумичо — это имя его? Нет, это должность, название должности. Это, кажется, это босс, как крестный отец. Вот а кто он, известно? Есть, конечно. Сейчас вот и нынешняя фамилия, сейчас, боюсь, соврать не скажу. То есть там тоже какие-то меняются они, какие-то есть периодически, процессы конечно, выборов или да. что? Скажем или так. как? Или убивают просто? Там конфликты. А конфликты разрешаются по-разному. Нам сказали, что у якудз очень вертикальная система. 先ほどヤクザの場合は上下関係というシステムがあって、 И человек, чтобы согласиться на участие в интервью, должен согласовать это с боссом. Это правда? でその理由で例えばこういうふうに僕のボスはみんな亡くなったんで僕がボスです。как бы, конечно, может быть и так, но все мои боссы уже мертвы, поэтому я уже босс. А нам безопасно с вами находиться? 今一緒にいるのは私たちって安全ですか？もちろんです。 Конечно. 僕はあなた方が思ってる以上に怖いです。 Все нормально, не переживайте. Вы даже не представляете, насколько я страшный. 本当の顔はスマイルで隠します。 Мое настоящее лицо — это всегда с улыбочкой. Все нормально. Можете успокоиться?
笑いながら人を殺せるぐらいにならないと Вы ヤ же クザでは понимаете, プロにはなれないですね。 если я не буду улыбаться, убивая человека, я же не смогу стать якудзой. プライベートでは人は殺さないです、ヤクザは。 Ну, знаете, вообще в приватной жизни якудза не убивает людей. Это правило. Людей не убивают, в стране официально зарегистрированы, друг друга уважают. Так почему же они вообще считаются преступниками? Давайте разберемся, чем же занимается всемирно известная банда якудза. Какую вот сегодня они ведут деятельность, да? Я так понимаю, что наркотики, проституция. Это, скажем, смотрите, это традиционная сфера деятельности, да, то, что вы сказали, плюс у них традиционно, опять же, ну, сказать, гэмблинг, то есть азартные игры, плюс традиционно, опять же, у них еще с тех вот с незапамятных времен у них это связи со строительством, то есть земельные вот эти махинации. Но земельные махинации надо с государством дружить. Вот смотрите, вот эта организованная преступность, одним из условий ее существования является те или иные, скажем так, неофициальные связи с властью. Япония в этом плане, в этом было всегда очень и очень хорошо. Но смотрите, например, один из способов заработка у этих ребят, допустим, они очень хорошо, допустим, 70-е, 80-е годы на это очень хорошо зарабатывали. И этих людей называли диагея, то есть, ну как по-русски перевести, ну как, можно сказать, спецы по очистке земли. То есть, предположим, вот есть некий большой земельный участок, на котором теоретически предполагается построить нечто, там сказать, большой, там сказать, какой-нибудь там билдинг, какое-нибудь великое там здание, какой-нибудь там центр, какой-нибудь что-нибудь такое. Но на этом участке живут какие-то люди. Этих людей, надо сказать, желательно немножечко с этой земли попросить. Люди не хотят. Им нравится, они тут жили там, десятилетиями, их... И Все тогда, устраивает, да. Да, все устраивает. И тогда, так сказать, обращались к этим вот диагея. И эти ребята, они начинали общаться с этими людьми, которые живут, и, скажем так, убеждали их съехать. Подчеркиваю, это, знаете, это, опять же, вот, сказать, характерно для японского общества. Криминала как такового практически не было. То есть они... Не стреляли, не Не убивали. стреляли, нет. Скажем, вообще, по понятиям вот этих ребят, причинить вред человеку, что называется, не при делах, это очень плохо. Это, Не при делах. Да, это наказуемо. То есть там есть между с такими же, как и они, разборки между бандами, это да, это нормально. А гражданских не трогать. Вот так вот. И этих вот людей, их не били, ничего. Их, знаете, японцы, они очень не любят конфронтации, не любят скандалов, не любят вот это всего. И когда к ним подходят там 2-3 человека с мрачными такими рожами, ну что, хозяин, а не пора ли тебе отсюда съехать? Нет, они не бьют ничего, но они вот так вот... То есть здесь уже этого достаточно, да? Это достаточно. Вот эти вот ребята, они мастера вот этого психологического давления. И вот они вот так вот очищали землю. Все ночные заведения, дискотеки, бары, хостес, все это, ну, не то чтобы оно прям управляется, это, как это у нас раньше говорилось? Крышуется. Крышуется, да. То есть они комиссию собирают? Да. А за что комиссия-то? Ну, открыл зато- бизнес, да, работает? Ну, вот как у нас в 90-х было. Не хочешь, чтобы тебя кто-то трогал? То есть они реально угрожают? Ну, нет, угроз не будет. Ну, к примеру, дискотека. На дискотеке началась потасовка. Потасовка с обычными людьми, там, с якудзами, ну, со всякое, да? Если с якудзами потасовка началась, кто вам будет помогать? Должна быть крыша. Ну, то есть ты же против якудзы не попрешь, правильно? Значит, у тебя крыша. Твои якудзы идут на потасовку с другими якудзами. Ну, то есть, как, я даже не знаю, как это объяснить правильно. Вы сейчас владелец вместе со своим мужем барами. Муж владелец, да. Муж владелец баров. И до сих пор есть вот это все. Всё Крыша, есть, всё мафия,
Конечно, так далее. все есть. Ой, расскажите, а какая там экономика? Сколько надо платить? А вот это не расскажу. Секретная информация? Ну, вот просто порядок. Что это такое? Это половину надо отдавать или там 5%? Нет. Нам, ну, грубо говоря, символическая сумма будет. Ну, может быть, я не знаю, наверное, во всех барах и дискотеках все по-разному. Ну, $300, может, плюс-минус. В месяц? Да. А, так это небольшие Ну, деньги. да, конечно, чисто. Нет, не дерут. Все по-божески, все понимают. Ага. Думаю, что еще зависит от большой у тебя бар и маленький. А, Ну, это не точно, это я так примерно. Примерно. Да, то есть почти. если это какой-то маленький снак, я не думаю, что с них $300 будут требовать. Друзья, а вы смотрели сериал «Игра в кальмара»? Сюжет построен вокруг соревнования за денежные призы. Если вы хотите развиваться в сфере бизнеса, расти в зарплате и карьере, то я рекомендую присмотреться к бизнес-шоу Максима Чуркова. Он и команда заработали в 2022 году 246 миллионов рублей. Это чем-то похоже на корейский сериал, но в российских реалиях. В шоу Максим бесплатно покажет в режиме реального времени, как 5 его подписчиков за 14 дней заработают в интернете минимум по 100 тысяч рублей каждый. А если у Максима не получится, то вы сможете выбрать любой город России, где он будет выживать 3 дня без денег, телефона и связи. Среди участников представители разных групп, от студентов до мам в декрете. Макс лично выберет участников, и, возможно, им станете именно вы. На бизнес-шоу за 2 недели вы узнаете, какие навыки вам помогут не зависеть от начальника, выйти раньше на пенсию, вырасти в бизнесе и увеличить доход. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получайте знания от профессионалов бесплатно. При регистрации вы получите доступ к закрытой группе единомышленников, книгу по интернет-маркетингу и видео по мышлению предпринимателя. Переходите по ссылке в описании. И чем он занимался вот в этом клане? Что он Куда- делал? 具体的に何をしてたんですか？私はボスが大好きだったの Я で、 очень любил своего босса, ボスの言うこと、 и поэтому ボスをトップにするために、い абсолютно ろ следовал. んな人間を僕は喧嘩しましたね。 Абсолютно следовал его приказам, и поэтому, я боролся и ругался со многими людьми вокруг него и для него. Ну, а вот сама группа, чем она занималась? То есть мне говорят, что кто-то из якутов занимается наркотиками, кто-то там ворует, кто-то, значит, убивает кого-то, кто-то, значит, бизнесы крышует. Вот их группа чем занималась? まあ基本的にお金を貸してお金 Знаете, を мы делали деятельность, больше связанную с экономической деятельностью. Например, あと мы この давали 日本で деньги в долг. パチンコ屋さん、 А у нас есть организованный пачинко, это местное казино. パチンコ屋さんと組んで、 Смотрите, мы договаривались с ними, с казино, с местными. 疲れては痛いところをついて、 А также мы вели себя, мы исследовали некоторые компании, находили их очень-очень слабые места. まあ、恐怖ですよね。 И, в общем, 恐怖を与える。 немножко пугали их, запугивали. それでお金を取る。 И поэтому так мы зарабатывали деньги. Как именно они запугивали компанию? Что они делали? 例えば恐怖って言えばどういう感じでその時その時のケースバイケースではあり мы ますね。 смотрим, мы высматриваем, мы находим. ただその恐怖というのは Мы знаем, как оказать влияние на людей, и так, чтобы они знали, что мы дойдем до 100%. У нас нет 99. 相対する人に対して Я запугивал людей очень сильно. まあ、威圧をかけますよね。 Понимаете, Прощал. когда мне нужны деньги. Я очень разными способами запугивал разных そ людей. れを何十人も僕が使って行かせ И た вы やら понимаете, せたんですね。 у меня не один был человек, их было десятки. И каждому досталось. И от каждого мне нужно было получить деньги. ただまだ私が23歳の時に Но мне же было всего 23 года. 200人近い人間をプレッシャーをかけさせて И た на ので тот момент я держал 200 человек, которые меня боялись, которых я запугивал, и которые
были очень сильно запуганы, поверьте мне. Запугивание людей в целях получения прибыли, проституция, торговля наркотиками и оружием, игорные дома, рэкет, контрабанда. У якудза довольно широкий спектр деятельности. Но как же они стали известны всему миру? В 70-х годах на Гавайях федеральные власти США проводили очень крупную операцию по борьбе, скажем так, с местными оборотнями в погонах. То есть там уже федеральный прокурор был, там, сказать, по ФБР, в общем, очень серьезно. И когда они приехали, начали копать. Вскрыли массу, сказать, чего нелицеприятного. И где-то там, в процессе вот этого копания, у них где-то всплыло, где-то на периферии, что там замешаны какие-то японцы. Так они удивились, а при чем японцы? Копнули сильнее. Удивились тому, что выкопали, и уже начали копать дальше, и вот эти ребята пришли в полное удивление. То есть такого они сказали, мы такого в жизни не видели. Что поразило? То есть я хочу подчеркнуть, что эти ребята были, что называется, не новички, это были такие опытные волкодавы, которые до того очень успешно там в Нью-Йорке боролись с итальянской мафией. И их совершенно поразило то, что они накопали на Гавайях. Вот это совершенно мощнейшее присутствие вот этого японского мафиозного капитала там. Все эти традиции, они потом начали общаться активно с японской полицией, и на основании всего этого вот эти американские вот эти власти пришли совершенно, они были в шоке от двух явлений. Первое, сам масштаб явления. То есть они сказали, что этих мафиози в Японии там десятки, там чуть не 100 тысяч, сотни тысяч. Это первое. И говорит, то, что это принято обществом, их поразило. Ну и третье, что еще поразило, то, что японская полиция очень неохотно с ними сотрудничала. То есть масса запросов, вот это всего. Японцы просто, что называется, под сукно, Прикрывали своих. Прикрывали своих, да. И вот американцы заинтересовались всем этим делом и начали, действительно, ребята, они, действительно, с огоньком пошли, начали все это раскапывать, узнали массу чего интересного, и оттуда пошло в народ. И, то есть, вот этот восточный, вот, так сказать, флер, вот эта таинственность, плюс действительно это мощнейшие эти организации, мощнейшие синдикаты, плюс вот эти действительно вот эти внешние атрибуты, то есть там татуировки, отрезание пальцев, вот это, сказать, это строго жесткая иерархическая система, это действительно производило впечатление, и вот с тех времен это вот и пошло. Ну и, соответственно, там американские фильмы, значит, подхватили эту тему, да. стали ее активно культивировать. Вот где-то, говорю, с 70-80-х годов это вот Голливуд подхватил эту тему, и с тех пор вот все уже знают. Это Голливуд как главный источник мемов. Ну, как говорят, скажем, можно сказать, даже для некоторых это главный источник знаний. О том, как устроен мир. Да. Интересно. Но их же еще всегда так делали такими, в каком-то смысле положительными героями. Было такое? Не столько были романтические, как вот плохой парень. Он вроде плохой, вроде где-то кого-то убивает, но, в принципе, слово держит. Ну, смотри, я это знаю, как говорится, страшные снаружи, добрые внутри. Это вот их вот всегда вот так, они сами себя так позиционировали. Ага. Потом уже, допустим, в 20 веке, уже, допустим, после Второй мировой войны, это, конечно, уже местная, именно подчеркиваю, японская киноиндустрия. Она была тогда немножко отдельно сама по себе. То есть японцы уже тогда, где-то в 50-х, 60-х годах, вовсю снимали гангстерские фильмы, но это как-то проходило мимо внимания западной публики, почему тема якудза, да, особо не была знакома. А вот в этих фильмах, да, то есть эти благородные герои, страдальцы, которые вот так, суровая судьба забросила их там, в преступную организацию, они там страдают. Знаете, как у нас шутят, да, послушать радио «Шансон», то узнаешь, что все наши тюрьмы полны добрых людей, которые больше всего на свете любят свою маму. Да? Вот примерно то же самое и у этих. Да, видимо, между японцами и русскоязычными есть чуть больше да. общего, чем нам кажется. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери, немерено. Почему вы решили вступить в ряды якудз? どうしてそもそもヤクザになろうと思ったんですか? お父さんがいなかったから。 Понимаете, у меня не было отца. Я практически был без семьи. Одиночество меня окружало.
お母さんが働きに出て、 Мама работала всегда. ほとんどお母さんが欲しい時に Как я хотела, чтобы она была рядом со мной, お母さんは一緒にいられず、 но она не могла этого сделать. 環境と生活のリズムが違いま У すから、 меня, я совсем был другой в школе. Я отличался от всех остальных одноклассников. 公園で一人で遊ん Я で с いた самого し、 детства играл с ножиком в парке один. そのお父さんがヤクザだったから、 Мой отец был якудзой, но его не было в результате вместе со мной. その Я お хотел 父 его さんも увидеть. 憎んでいたし、 Поэтому у меня было сложное чувство. Я как бы и скучал по отцу. お父さんがいないからお母さんも Но お в ば то あ же ちゃんも время 働きに出て представьте る。 мои чувства. Из-за того, что его нет рядом, То моя есть мама 全ての работает, こと моя が бабушка работает. Во мне 憎かったですよね。 смешивались вот эти самые очень сложные чувства внутри меня. で、仲間も僕と違う環境で А 僕 друзья, の а 心境を одноклассники. Никто меня 分 не かってくれる人 поддерживал. 間が子供の頃は全てが憎かったですよ。 В общем, что сказать о моем детстве? Оно было ужасным. И когда он уже решил вступить, как это все произошло? で、じゃあヤクザになろうって決めた時は、という気持ちで自分のグループを作りました。 на самом деле, я никогда решила не становиться якудзой, и поэтому сделала свою группу. ヤクザと対抗できる組織 Та 力を самая 持った группа, которая будет наоборот мстить якудзам за все, что они делают. Это то, что я придумала и сделала в своем детстве. いろいろなヤクザの組織がスカウト、ヘッドハンティングが来たん И, で в すよ。 общем, что получилось? Когда я сделала такую группу, собрала таких людей, наоборот, от якудз стали приходить предложения, переходите на нашу сторону. そんな生意気だった Но я был очень наглый в детстве и в 私を юношестве. 優しさと笑顔で受け入れてくれたボスが一人だけいたん Поэтому ですよ。 есть только один, в то время мне попался один босс, который принял меня, потому что он увидел мое нутро. А внутри я добрый, ヤクザを憎んでいた私が а я ненавидел якудз. ヤクザにリスペクトというものを持ったのがそれが初めて И на で最 самом 後で деле это 最初で босс, 最後ですね。 который меня принял, он с улыбкой меня принял, с добротой. И поэтому это единственный момент, когда я зауважал якудз. Это тот момент, когда я принял уважение в себе и по отношению к ним. Не все они плохие, то есть, как их показывают в фильмах, там злые, вот эти вот с ножичками, с пестиками. Ну нет, наверное, это вот больше молодежь такая, которая хочет показать себя. Вот когда случилось цунами и большое землетрясение, я сейчас не вспомню сколько, по-моему, 70 фур они отправили первые на помощь людям в бедствующую зону. Да. То есть они выступили как общественная организация. Да. Вот это мафия. Да, то есть то есть мы живем в этой стране, мы уважаем законы этой страны. Ну, у нас есть там свои, да, вот эти вот лазейки, и горный бизнес, и все остальное, но мы также живем в этой стране, и мы помогаем гражданам этой страны. То есть, к примеру, коронавирус, да, Ага. якудзы все в масках ходили. Сказано ходить в масках. Вся страна ходила в масках, неважно, якудза ты или нет. А как вообще вот население к ним относится? Их боятся, их уважают? Ну, это, наверное, надо спросить у японцев. Но, к примеру, онсен. Знаешь, что такое онсен? Это вот эти бани такие, Да. ванны. Да. Туда, ну, то есть на входе в любой уважающийся большой, да и маленький онсен будет вот такая вывеска, на которой будет татуировка и значок «Нельзя». Даже если ты иностранец, ну, у тебя есть татуировка, все, ну, типа якудза, все. Уже не пустят? Нет, не пустят. Сейчас вот только недавно в нескольких больших онсенах я знаю, что можно стало с большим пластырем залеплять до 20 сантиметров. Тогда пускают. Да, ну вот это много где прессинг идет. То есть, ну, это такое, скорее, государственное административное давление, да? И вот, кстати, любят, не любят японцы якудз. Была такая ситуация, когда мы с подругой пришли в онсен, у нее татушка. Она ее прятала полотенечком. Кто-то из бабулек увидел, пошел настучал. И что? Ну, все, попросили уйти. Выгнали, что ли, вас? Да. Ну, нельзя же с татуировкой. Ты же сама пришла, сама виновата. При том, что она просто бытовая татуировка, Да, так сказать. неважно. Вот нельзя с татуировкой, все, А. хоть и тресни. Якудза не может сам себе квартиру купить какую-то. По закону запрещено. По закону запрещено, да. Ты же не работаешь, ты же не платишь налоги, откуда там у тебя деньги. Много всякого рода прессинга идет много. А это правда, что когда, например, даже квартиру человек арендует здесь, то там есть галочка,
что я не имею отношения Да. к якудзе. Да. Прям такая галочка на всех договорах. Ну, стандартная. я насчет всех не знаю, но на многих и, наверное, в каких-нибудь элитных таких домах. ЖК? Да. Обязательно, да? Что у тебя... То есть, получается, когда ты снимаешь квартиру, ну, сейчас съем квартиры, у тебя должен быть гарант Ага. за спиной. А если это не японец какой-то, то это фирма гарант. Если, к примеру, ты якудза, то... Ты как бы безработный официально, да? Гарант не пойдет за тебя. Понятно. И ему надо через третье лицо, через кого-то. На кого-то записывать. И то же самое в банке. И если приходит человек, и у него нет каких-то документов, подтверждающих доходы, видно, что у него татуировки, еще и палец отрезан, то ему точно счет не откроют, да? Что... Не могу сказать на 100%, то есть я не Ага. якудза, но думаю, что да, прессинг идет хороший. Какие у него вообще есть ограничения в жизни от того, что он бывший якудза? 例えば元ヤクザで生活面では何か限りとかそういうやってはいけないものとかあるんですか？ Мне говорили, что в банках счет 例えば не открыть, 銀行行ったら口座は開けないとか、 квартиру в аренду могут не 例えば賃 сдать. 貸もできない。それはクリアしました。もう Я, 10年 я уже все это разрешил, 10 лет прошло, 足を洗って、 поэтому Вот я уже 10 лет перешел идёт с той от этого, да. категории в категорию нормальных людей. Ну, вот, например, я знаю, что даже в баню не пускают с татуировками. 例えば温泉とかは入れ墨があれば全然入れないって知ってるので、да, все так и есть, не могу зайти. プールも Поэтому даже в бассейн не могу сходить. Окей. Но это правда, что в договорах аренды, когда квартиру арендуешь, там есть такая галочка, где человек должен подтвердить, что он не был раньше якудза. 例えば賃貸の時に契約を結んでるそのセキュリティがしっかり管理されてるので、日本は私はもう引っ Вы かからない знаете, です。 в Японии есть правила, которые определяют это, поэтому я сразу говорю, что я там был столько-то лет назад, и сейчас я уже нет. То есть я уже вышел из этого мира. Поэтому все нормально. Окей, то есть в договоре в галочку стоит бывший якудза, но давно. 契約の際はちゃんとこの矢印を入れて、でも昔っていう感じになります。そうです。 Да, 今 всё так и は есть. 普通に普通の一般の Сейчас я живу как обычный 仕 человек. 事をして Я работаю. 入ってきたお金に対して Все, что ко мне 払わ приходит なければいけないタ в ックス、 денежном варианте, я плачу налоги. 国に対して払わなければいけない税金というタックスはしっかり払っている Я ので、 оплачиваю абсолютно все налоги. Я живу нормальной жизнью сейчас, я нормальный обычный человек. Полиция задержала там, по-моему, то ли 2, то ли 3 членов очередной организации. Почему? Они пошли на спортивное мероприятие. То есть в Японии очень популярен бейсбол, это дурацкая игра. Они пошли, так сказать, на самый известный в городе Осака, там главный этот стадион, там была очень значимая игра, они туда пошли. И когда они выходили, их бац, и... Почему? А потому что до того они, так сказать, там было несколько скандалов, связанных с этим стадионом и, так сказать, вот этими ребятами, да? И на этот стадион было официально запрещено заходить членам этих самых организаций. Да, вот. Притеснение какое-то. Притеснение какое-то, да. А вот они пошли, ну, их засветились. Почему? Они пошли, опять же, они никак не выделялись, ничего. По машине поняли. Они припарковались там, где нельзя парковаться. Полиция обратила внимание, проверила номера. Опа, это наш клиент. И постояли, подождали, пока не вышли. Вы что тут делаете? Ну, ходили. Знали, что запрет? Знали. Ну, все, поехали. Вот так. Я люблю, когда съемки начинаются, но также и когда заканчиваются. Вы пока смотрите это видео, мы сейчас его будем монтировать, и оно уже вот, смотрите, вам доступно. А я буду сейчас лететь домой. И в такие моменты особенно чувствуется благодарность компаниям, которые нас поддерживают. Это не рекламное участие. Это когда компании на месте нам помогают, предоставляют проживание всей группе, переезды, проживание и так далее. И сегодня я хочу вам сказать спасибо компании Tanaka San Shop. Поэтому, если вам нужны товары из Японии,
то прям заходите на сайт, ищите либо запчасти для Toyota, часы G-Shock или что-либо еще из Японии. Прямо на сайте вбиваете название товара, который вам нужен, и вам рассказывают, могут они его доставить или нет. Ссылочку оставляю в описании. И пользуйтесь продуктами тех людей, которые помогают делать нам контент. Погнали дальше! Какое сегодня состояние якутс в Японии? Какую они занимают роль в обществе? 今現在はヤクザの役割はどうなってますかとか、すごくそういう少なくなってます。 Вы знаете, якутс сейчас становится очень мало. 昔は Если мы сравним с тем, что было раньше, ヤクザ、 что же было у нас? 警察、 Якудза, полицейские, политики. 今はもう政治家が Сейчас у нас 警 политики 察によって на первом месте, ヤクザが потом 厳しい полицейские ですね。 и уже на третьем месте якудза. 日本ではヤクザがすごく厳しくなっていて、 Сейчас просто ушивают всех якудз. Очень сложно существовать в таком мире. 今まで平等だった立ち位置が Если мы смотрим на то, что было раньше, все было в равноправии. У всех трех, и у якудзы, и у политика, и у полицейских все было на одинаковом уровне. Сейчас нет. Сейчас так не работает. Если говорить о тенденциях, то якудза с каждым годом чувствует себя все хуже и хуже. Это С тех времен еще. То То есть уже 70 лет упадка. Нет. Ну, вот смотрите, пик численности – это 63-й год. 63-й год у них было под ружьем больше 180 тысяч, ну, как назовем, как быков, вот этих вот, да, бандитов. Обалдеть. Там и было, сказать, там опять же разные данные где-то. В общем, считается, на всю страну было более 5000 банд. Это на пике, 63-й год. С тех пор он непрерывно потихоньку снижается, но это, скажем так, 70-е, 80-е годы, это были очень хорошие для них времена. Численность снижалась просто потому, что, ну, смотрите, как сказать, что такое организованная преступность? Это, по большому счету, экономическая деятельность, просто незаконная, которая живет за счет, на периферии, вот именно законной белой экономики, да? То есть, и вот где-то в 70-е, 80-е годы там была, скажем, назовем так, оптимизация бизнеса. То есть сокращение, слияние и так далее, и так далее. Поэтому, скажем так, некоторое количество этих бандитов, оно было излишним, и как-то они рассасывались, да. Кризис у них начался с 90-х годов. И тут, во-первых, начались экономические проблемы у страны. Это 91 год, это крах экономики мыльного пузыря. То, что японцы называют бабл. То есть, что такое бабл? Это когда, допустим, цены на землю, акции, все дико-дико переоценено. Вот по состоянию на конец 80-х годов, вот просто вот вам один показатель. По состоянию на конец 80-х годов стоимость недвижимости в Токио по ценам того времени была больше, чем стоимость недвижимости во всех США. Настолько здесь были дикие, безумные цены. И вот в этих деньгах тут все купались. В том числе и вот эти ребята, да? И все это грохнуло, все это лопнуло. Экономика резко скукожилась, и это, опять же, сказалось на этих ребят. Еще раз, моя мысль, это та же экономика, не та же это экономика, но только незаконная. Да? Вот, кажется, чахнет экономика в стране, чахнет и эти ребята. Плюс, смотрите... То есть это не идеологическая деятельность, это все-таки деятельность по зарабатыванию денег и, соответственно... Смотрите, еще раз повторю, 63-й год, 184 тысячи было этих ребят, а сейчас их меньше 40 тысяч. Да, они беднеют. И вот чтобы, вот один пример, который вот просто прогремел на всю Японию, это, если не ошибаюсь, это 17-й год. В 2017 году в городе Нагоя, это один из крупнейших экономических центров Японии, это к югу от Токио, в универсальном магазине
полиция, так сказать, задержала 3 престарелых мафиози. За что? За попытку выноса из этого магазина продуктов. Не заплатили, попытались вынести. Сумма была там что-то там 70, там, по-моему, с чем-то тысяч йен. Ну, если в рубли, ну, это, не знаю, 1040, наверное. Где-то 1040 рублей. Ну, то есть на бригаду все-таки покормить. Да, это вот их когда и взяли, ну, и там начали разбирать, ну, типа, что вы братву позорите? Они говорят, а у нас нам есть нечего. То есть это вот, то есть якудза сейчас переживает далеко не лучшие времена. То есть, смотрите, это, во-первых, еще раз говорю, это снижение экономической активности, это снижение, ну, скажем так, кормовой базы. Это первое. И плюс то, что их... это первая. Вторая причина есть. Это демография. То есть демография сейчас это один из, с моей точки зрения, один из сильнейших бичей всей Японии, в том числе и этих ребят. Потому что Япония резко стареет. Резко стареет. У них даже вот среди вот этих вот, вот этих ребят, у них большинство членов уже, прямо скажем, не первой молодости. Это второе. Еще, ну, еще третье, что тоже против них, это уже меняется отношение к ним. То есть, если раньше действительно было какой-то флёр по такой романтики, да, что там такое, типа, вот, сказать, ну да, жизнь суровая, зато ты на классной тачке поедешь, там все девки твои, там, сказать, ну что-то было. Вот современному малому поколению это же как-то неинтересно. Им лучше ютубчик, тиктокчик. Да, ну или какая-нибудь работа, пусть он там не очень, ну, пусть не очень хорошо, что надо, да, на машину он большую, красивую не накопит, но зато спокойно, и ему хватает. Чем вы сейчас занимаетесь? Насколько я понимаю, вы управляете несколькими бизнесами или как выступаете гарантом их безопасности? Что именно вы делаете? 今現在は何をされてるんですか？広告会社 Вообще у меня сейчас рекламное агентство. と И コンサルタント я вообще присматриваю за бизнесом, который делают мои братья. Я консультант у них. ついてきてくれてる人間たちがいるの В общем, で у меня, в принципе, мое общество, все, что находится вокруг меня, это все пришло со мной именно с того самого детства. Когда я еще не был якудзой, они пришли со мной в мир якудз, и сейчас тоже со мной. Все эти люди, они работают со мной. Рекламное агентство, значит, мой коллега. У меня тоже рекламное агентство. もしかして一緒の仕事やってるかもしれない。彼が同じように広告会社を持ってる。仲間ですね。Здорово. А вот эти ребята, которые из прошлого якудз, они что помогают? Что они сейчас делают? Потому что я так понял, что сегодня в основном вот, якудзы, их силы чуть-чуть уменьшились. И главное, чем они занимаются, это не совсем законные бизнесы охраняют, чтобы у них не было проблем. Его ребята тоже сейчас этим занимаются? もしかしてステレオタイプかもしれないけど、その仲間たちがちゃんと合法の法律に基づいた女の子が働く仕事を много всего делают. Например, как я вам уже сказала, рекламное агентство. Но также у меня есть работа, которая связана с девушками. Но это все в рамках закона. Также финансовая деятельность тоже. 金融もやっていたり、あと А с 車関係、車の販売。 Также торгую машинами. А с девушками это что значит? 風俗というのは何ですか？お酒を作ってあげるのも風俗なんですよ。また В общем, セクシャルなサービスもそうですし。 Это такая деятельность, когда там девушка платит деньги парню или наоборот, и они оказывают друг другу какие-либо услуги. Сексуального толка, может быть, нет, может быть, просто налить друг другу алкоголь. Это все решается внутри. То есть это как... Но это в рамках закона. То есть это какой-то бар, да, или что это? Бар みたいなところですか？バーもそうですし、 Например, бар, да. あとお酒を作るところもそうですし、 Например, есть места, где можно самим алкоголь делать. あとセクシャルなサービス Ну, もそうで есть す。 еще сервис, относящийся к сексуальным услугам. А как это в рамках закона? こういうセクシャルのサービスは
法律違反にはならないですか？ Или в Японии разрешена そ проституция? れとも日本ではこれは大丈夫？法律違反にならないところまでのセクシ В ャルサ общем, ービス мы です。 делаем такой сервис, когда он не переходит за рамки закона. А что это значит? Это где вот эта граница? どこでこの境目があるんですか？あ、本当のセックスっていうのはダメなんですよ。 Ну, смотрите, секс нет. はい。セックスじゃなければいいんですね。 В общем, если не он, то нормально. はい。だからマッサージですね。 Например, массаж. Окей. Мне, кстати, еще рассказывали, что здесь сексом считается только генитальные проникновения. А если это, так сказать, массаж ртом, то это уже нормально. Это так и есть в его барах? まあ例えば彼が聞いた話では、セックスというのはもう男の子が女の子の中に入る。口ではなく手と Ну, か например, не только рот, но, может быть, ручки. 他のマッサージ Другой もしますね。 массаж. Массажи бывают разные. Окей. И, Покорно. соответственно, он создает Да. такие бары こういうような場を作って、 и контролирует, чтобы там все было безопасно. で、こう安全とかそういうのを見守ってる役割ですか。Да, все だ так か и らい есть. ろいろな本当に、業態、 В общем, много всего у меня есть. まあ、今一つの会社でもそうですけ Ну, ど、 например, вот это. まあ、亡くなった人を片す У нас есть бизнес, когда мы убираем умерших людей, например. 死んでしまった一人で Ну, 家族がいなくて у них 死ん нет でしまった семьи. 人を掃除する仕事をやって Они ます жили одни, к сожалению, умерли. Убирают, в смысле, Убирают. もちろ Кататься. んもちろん自分から私がそ Нет, の нет, 手 нет, を нет, 下 нет, すんじゃ нет, な вы く что, て не-не-не, мы не делаем никому больно, они сами, к сожалению, умерли, и мы оказываем услуги по очистке территорий, так скажем. 今は人を傷つけない。 Сейчас я выбираю такую 方にマイ деятельность, ンドを持ってますね。 когда я никому не делаю больно. 政治の世界に行きたい。 Я хочу заниматься политикой сейчас. そう志すきっかけになったのも、それぐらいブラックを私が経験したから。 Я так принял для себя. Знаете, почему я для себя это принял? Потому что я делал слишком много черного в своей жизни. ただ僕がそう思ってるだけで、 Но вообще-то, вы же понимаете, это я так думаю. 私が今目的のマインドにしている政治 Это моя цель, はヤクザよりも к которой я иду. 怖いかもしれませんね。 Но, возможно, это моя самая политика еще страшнее, чем та, которая была во времена Якудзы. ヤクザはこれ Вот ですけど、 так вот делают якудзы. 政治は А политика, что это? ですからね。 Вот так вот все будет. Вы нам достаточно открыто все рассказываете, в том числе про потасовку. А для вас-то несет какую-то опасность, если вот вас потом увидят по видео? Ну, я ничего плохого не сказала. А могли? Нет. Но вы же знаете что-то плохое, что вы не рассказали? Что-то плохое, что я не рассказала? За что могли бы быть проблемы? Да нет, не знаю, но я не думаю, что я для них такую какую-то угрозу представляю, чтобы... Ага. Не, просто вы за кадром сказали, надеюсь, меня в Японии никто не увидит. Ну, может быть. Может быть, сказала, потому что не хочу, чтобы друзья больше видели. Друзья и знакомые. Ага. А так, ну нет, что они сделают? Ну, посмеются, да и все. почему он согласился поучаствовать в съемке? どうして今回の撮影に入っていったんですか？了承したんですか？ 2つ。 У меня есть две причины. 1つは感謝。 Первая причина – это благодарность. 私を見つけてくれ Вы て обратили на меня внимание, вы нашли меня 映像に残したいと思ってくれ и た захотели こと。 снять со мной видео. それは私がこの世に生まれて Это 生きた значит, 証。 это значит, что я родился на этой земле, я それを вырос здесь, 監督が я живу. И ダイヤ сейчас モンドとして вы, как маленький 見つけ бриллиантик, てくれた。 вы меня нашли, その感謝。 и это моя благодарность. もう一つは Второе, ヤクザのこととかを м, 聞きたい。
Вы сказали, что вы хотите послушать и узнать про якутс. 昔のヤクザを私はしっかりと身の体の傷で Я прочувствовал всеми частями своего тела эту работу якудзы. あとはその私のこの脳裏に Много всего 目 остается で в моем мозгу, в моих глазах. 見てきたヤクザの Все, что я 社会 видел, がありますから там все это во мне сейчас есть. Это никуда не ушло. Это все, из чего я состою. Ну, в завершение. Самый последний наш вопрос. 最後の質問。 Мы с вами делаем видео для YouTube. 私たちは YouTube のためにビデオを作ってます。 Это значит, что просто технически оно будет жить дольше, чем вы и я. というのはこのビデオはもしかして私たち以上に生きていけるかもしれない。 Да. И я знаю, что у вас 5 детей. で、子供5人いらっしゃるってことを知ってるんですけど。 Это значит, что через 500 лет, というのは500年後、 возможно, ваши праправнуки もしかしてもう孫の孫の孫の孫が захотят посмотреть 見 видео たいかなって。 со своим прапрапрадедом. で、おじいちゃんのこと見たいかなって思うかもしれない。そうですね Со- 間違いないと思います Это абсолютно так и есть. Я так и думаю. И пусть сейчас он посмотрит в камеру. В какую, Паш, в твою? Вот в Пашину камеру. И скажет сообщение, самое главное, которое хочет отправить в будущее своим прапраправнукам. で、今はカメラを見ていただいて、で、何を言いたいか、その500年後に見てる孫たちに何を言いたいか言ってください。 То самое главное, Соно настоящее, что ему месседжио. хочется сказать. 心からのメッセージ、自分の孫たちに。 И не важно, что будет через 500 лет якудзы, политики, полицейские, но то, что для него самое важное, как для человека. で、500年後はどういうストラクチャーになるのか関係なく、ただ人間として伝えたいことをお願いします。やっぱり優しく笑顔ですかね Что я могу сказать? Доброта и улыбка. Это самое важное. Это все, что он хочет отправить в будущее своим праправнукам? これだけ将来に送りたい言葉はこの2つになりますか500年後ですか500年後です500年後500年後を見ている親族たち、Пусть он, 500 лет, что 500 lет? пусть он представит, что прошло 500 лет, 想像してみてください。500年後、私たちはもういない。 и его праправнуки промотали наш разговор до вот этого момента. で、親戚がこのビデオを見つけた。で、そのメッセージを送る感じになります。 Потому что знают, что здесь прапрадед отправил им сообщение. なぜかというと、この作品を一つだけ言えるのはこの作品を500年後見たら自分が持っているパンを全て隣の人に分け与えなさい О, все, я понял. Я вам скажу одну вещь. Я скажу только одну фразу. Люди, мои родные, которые смотрят это видео, если у вас есть хлеб, отдайте его всем, кто находится рядом с вами. Поделитесь. Это будет мое сообщение. Супер, спасибо, дайте мне 5. Аригато гозаймас, хай-файв! Он хочет вам задать очень важный вопрос. Хорошо, что? お願いします、この質問。簡単に2つ А у меня есть два очень простых вопроса. 一つは神様を信じますか Вы верите в Бога? Я верю в том, что есть что-то больше, чем мы. 私たちは信じているんです。信じていることは私たち以上のものがあることは信じてます。それは私のことです。ありがとうございます Спасибо 二つ目は большое. Второй вопрос. 私が神様の生まれ変わりだと思いませんか Как вы думаете, а может быть и я и есть тот человек, который родился вместо Бога? О, так и есть, конечно. これは可能性あります。そうです Все так и есть. ありがとうございます Спасибо. Супер. А в его мире это я. その場合は彼が同じような人ですになりますか？神様の代わりに生まれ。なぜ私がこの質問をしたのかっていうのは Я вам объясню, почему я задал этот вопрос. 私は自分の人生になる前の前世の人生の記憶があるんですよ На самом деле у меня есть воспоминания о моей жизни до сегодняшней жизни. Я これはド помню ッペ все ル это. ゲンガーとかじゃなくて
Это не думайте, что это что-то вот, какой-нибудь фильм. Нет, совсем нет. その記憶を私は言わない。 Я не расскажу об なぜ этих か言っ своих てもわからない воспоминаниях, し信じてくれない。 потому что вы не поверите мне и не поймете, о чем это. なぜなのか簡単に言うと、 Я просто скажу. 地震がいつ起きる、 Например, когда произойдет землетрясение 誰かの人が死ぬ、 или кто-то умрет скоро. これがわかるんですよ。 Понимаете, я это вижу, я это знаю, когда все это произойдет. これは多分ですけど、オカルト話をしたいわけじゃなく Не て、 то, чтобы я хочу поговорить об оккультизме и все такое, нет. 私が生まれて赤ちゃんの時から育ってきた経験なんですよね。 Это просто вот мой опыт, который я получил, когда я был совсем маленьким. Совсем маленьким. それぐらい子供の赤ちゃんの時からやっぱり目は見えてないっても耳は聞こえてるんですよ。 Понимаете, когда человек рождается, он не видит еще глазками, но он вполне себе хорошо слышит ушами. お腹の中に Когда 赤 я ちゃん был で в いた時か животе, らパパとママが話してい я ることは知ってる очень んですよ。 хорошо помню и разговор, когда разговаривали мои родители. そのまま記憶したまま生まれてきたんですよ。 И я с этой памятью так и родился, появился на свет. だから多分前世が見えていると僕は思 Поэтому ってるんで я すね。 вижу прошлое и то, что было до того, как я родился. だからその質問をちょっとしました。 Поэтому я решил просто задать этот вопрос. Супер. すごいですね。 Спасибо, что поделились. ありがとうございます。シェアしてくれて。いえいえ、ありがとうございます。Подписывайтесь. Подписывайтесь. Ссывайтесь. 書かないとわかんないの。Под. Пи. С. Вай. Тесь. Подписывайтесь. Yes. Готово? Мгм. バピスワティス。 Пушка! Вот этот контент я понимаю, да? В комментариях напишите, как вообще мощно нашли вам бывшего якудзы, который настолько готов открыто все рассказывать. Да, и татуировки вообще крутой чувак. Thank you very much. You're incredible, man.